Мы же будем с колкостями сегодня общаться, правильно? Нет, у нас серьезный подкаст. Почему ты так любишь Америку вообще? Братский народ. Ну, у нас это братский американский народ. Байден никому не нравится, мы его убираем. Что происходит? Ну, это нормально, это исторические факты. У нас какие-то санкции к нему будут, что он неправильно ответил? Проходит, говорит, ну что там, убили? Говорит, да не, говорит, выжили, ставьте им памятник. Друзья, приветствую вас на подкасте канала Победа 945 и ее ведущие Сергей Черкасский и Павел Кухаркин. Наш сегодняшний гость Тарас Сидорец, это журналист, музыкант, медиатехнолог. Но перед тем, как мы начнем, я хочу с позитивных новостей, с победителей розыгрыша самых популярных комментариев. И вот один из победителей, которому я прошу связаться, либо оставить свои координаты, это Виталий Кови, который сказал, что, по его мнению, лучший фильм про Великую Отечественную войну — это «Они сражались за Родину». Больше всего набрал лайков этот комментарий. Есть, конечно, и второй. Тебе там напихали в комментах, что есть хорошие фильмы. Вот я половину из них оспорил. Но есть хороший комментарий. Правда, он из Киева. Если у вас есть возможность с вами связаться безопасно, напишите, вам тоже будет подарок. Мессенджер Макс. Через мессенджер Макс, да, связаться? Нет, ну, на самом деле, просто в рамках безопасности надо найти способ коммуникации. Ну, Тарас, привет. Привет. Привет, Тарас. Мы хотим начать с тобой поговорить. Начать поговорить? Да. Хорошо, да. Про культуру, про отмену культуры. В частности, про российскую. Потому что всегда были войны, да, сейчас мы живем в такой период военный, но никогда, по крайней мере, последние 100 лет не отменяли полностью чью-то культуру. То есть были моменты, когда культура погибала сама собой, да, то есть там какие-то процессы там... Ну, индейцы, допустим, погибли сами собой, одеялом укрылись либо это какая-нибудь Римская империя, которая сама развалилась, да, и, соответственно, культура исчезла, либо, собственно, вариант с индейцами, которых американцы просто уничтожали, собственно, поскольку как бы всех почти истребили, давай так, американцы говорят, что не освобождали. Ну, понятно, их, американцы... потому что они индейцы были дикими, пока их американцы освобождали да. индейцев, пока американцы освобождали индейцев, так получилось, что вся их культура вместе с индейцами тоже куда-то исчезла. Но, вот. Вы свободны. Да, а сейчас прям такая история, что целенаправленно пытаются отменить всю русскую культуру. То есть это пытались сделать на Западе, это там в европейских странах это пытались там в Америке как-то продвигать, но больше всего это делают на Украине, да, то есть берут просто целую культуру и пытаются ее отменить, которая как бы всемирно известная и имеет влияние. Вопрос, почему так боятся именно русскую культуру? Ну, здесь вопрос, конечно же, можно разделить на несколько частей, вернее, ответ на этот вопрос. Ну, во-первых, надо понимать, что, конечно же, есть определенная конкуренция языковая между украинским и русским языком, и мы, как выходцы оттуда, да, как бы там не пытались об этом забыть, там ты, может быть, Павел, либо кто-то еще, я не пытаюсь забыть об этом. Вот мы же будем с колкостями сегодня общаться, правильно? Нет, у нас серьезный подкаст. Да, я просто не знал, да, извините. Вы мне просто сценарий не скинули, что это серьезный подкаст, да. Просто не в курсе, мы всем гостям скидываем предварительно, там, на чем хотим поговорить. И решили провести эксперимент с тобой, Тарас, сказав тебе за 10 секунд, что ты единственный, кто не получит... Да. Это весьма приятно, да, мы говорили, что особые отношения есть. Да. Но давайте вот мы ему дальше. Говорили, что будем обсуждать альтернативную историю, закопанные города, но в итоге решили зайти с другой стороны. Так вот, двигаемся дальше по нашей дороге благоразумия. Мы все прекрасно знаем, что какие были возмущения некоторых активных патриотов львовских. Возмущения были связаны с тем, что они говорили, вот если в песочнице во Львове, ну, там находится несколько правильных детей, которые разговаривают на украинском языке, и вдруг подсаживается к ним ребенок, который говорит на русском, то потом по прошествии там часа, все они уже разговаривают на русском. Но это история не только связанная, наверное, с территорией Украины, это, в принципе, в постсоветских пространствах оно так и было. Вот. И, следовательно, это, конечно же, такая неравная конкуренция. Неравная она в каком плане? Ну, в том плане,
плане, что на русском языке достаточно много произведений музыкальных, кино есть на русском языке замечательное. То есть в целом вот этот вот пласт культурный, русскоязычный, он достаточно обширный. И, следовательно, его просто так вот в прямой конкуренции, там, кинематограф молдавский, либо кинематограф там, латвийский и эстонский, он не победит. И украинский в том числе. Хотя, казалось бы, да, до всех вот событий, казалось, что именно продакшн медийный на Украине очень круто развит. И он действительно очень круто работал, очень классные песни сочинялись, но на русском языке. Вот такой определенный нюанс. И, конечно же, мы все взрослые люди понимаем, что события, которые там происходят на Украине, либо в других постсоветских странах, это события кем-то режиссируются. Это не просто так внутренние элиты, освободившиеся от гнета Советского Союза, вдруг такие узрели и говорят, все, наша основная задача стать антироссией. Нет, это, конечно же, влияние извне. И те люди, которые курируют этот вопрос, конечно, просчитали, что если мы собираемся, допустим, из этих стран действительно построить антироссию, то необходимо избавиться в первую очередь от российской культуры, потому что это связывающее звено, которое не позволит, там, допустим, тем же латышам, либо молдаванам, либо узбекам поднять оружие против русских, потому что еще много такой связи, плюс они еще между собой вдруг начнут договариваться на русском языке, да, кому это нужно. И, следовательно, ну и тем более, какой вопрос был на Украине, очень важный. В определенный период времени украинцам необходимо было объяснить существование границ. Типа, зачем? Зачем нам эти границы? Раз. Второе. А зачем нам, в принципе, вот эта вот Верховная Рада, какой-то отдельный президент, если мы в целом находимся в едином информационном пространстве, в культурном пространстве, в религиозном пространстве? Да, я помню еще в детстве, извини, что перебью. Да, Господь простит, конечно. Да, ты включаешь телевизор, у тебя в первую очередь там российские каналы, которые шли просто по антенне, и ты такой думаешь, а зачем мне потом смотреть? То же самое на УТ-1 тогда был канал, где по сути, местные новости были как раз такими местечково-региональными. Основная повестка была более глобальная. И вот и суть в том, что по факту об этом задумывалась и элита определенно, потому что Кучма, когда Украина не Россия, это же для чего было? Это, конечно же, в моем представлении не его внутренний мир ему подсказывал, что необходимо такую книгу написать. Я думаю, что ему подсказывал, в принципе, отчасти его зять Пинчук или Пьянчук, можно по-разному, так вот, который очень тесно связал себя с западными элитами, и вот этот процесс как раз вот начинался в этот момент. Но вот ты, когда говоришь о местечковости, я скажу так, я очень, мне периодически интересно заниматься анализом инфополя в различных государствах. Там, благодаря тому, что я знаю там несколько языков иностранных, я могу там смотреть польское телевидение, румынское телевидение, французское телевидение, то есть, и я когда начинаю сравнивать по качеству, я понимаю, насколько действительно это хуторянство. То есть то, что происходит, вот даже в Венгрии, да, произошли там выборы, чисто хуторской подход. И мы часто очень задумываемся, а какой смысл в этом разделении, которое нам навязали, да, с 91 года мы разошлись, как говорится, каждый свою коммунальную квартирку с мыслью о том, с навязанной мыслью о том, что империя — это очень плохо, империи надо стыдиться, имперское мышление — это отвратительно, и все. И вот мы пришли к этой мысли, но в тот же самый момент мы смотрим на европейцев, они как раз делали то, что они объединялись в большое пространство, потому что они пытались выкарабкаться из этого хуторянства, из маленького, очень зависимого, незащищенного пространства, они объединялись. То есть мы разрушались, и они нам говорили, вы не должны быть больше, империя, это нехорошо. А они в это время собираются. Да? Америка — это что такое? Соединенные Штаты Америки. Они собираются, потому что нормальный человек не хочет жить в кладовке.
Да, мы хотим большие квартиры. Это и очень странно, что нам навязали принцип Ты такой. видел, сколько сейчас стоит квадратный метр? Да, это очень достойно. Мы обратно хотим в кладовку. И мы очень хотим кладовки, и мы очень хотим кладовочку. не размножаться. Да, нам дают, вы должны по 3-4 ребенка завести. Да, На 12 квадратах. Да, на 12 квадратах. Ну, слушай, но с другой стороны... но с другой стороны, мыши и в меньшем масштабе размножаются. В плацкарте ездил? Да, ездил. Ну, вот. Там помещаются нормально люди. Ну, в принципе, покупайте просто вагоны, вот, старые, поношенные. Я тебя хочу спросить более конкретно. Вот, например, какие именно четкие эпизоды отмены вот лично тебе запомнились? Я помню смешной момент. Один связан с Украиной. Это когда были недели европейской кухни, и мужика, владельца ресторана, избили, потому что увидели триколор, напали, избили, а потом поняли, что это был флаг Франции, и извинялись. Немножко перепутали, да? Да. Флаг Франции очень похож. Смешно, это когда знаменитый на весь мир русский балет тогда начали отменить и начали писать в угоду там политически, да, там что-то украинский. Мы в России так говорим. Да, украинский балет. А таких случаев, очень много, когда, там меняют резко принадлежность, либо скрывают, либо переименовывают. Вот что тебе запомнилось за последнее время? Я молчу про отмены гастролей артистов. Слушай, много... Понимаешь, здесь же бесит два момента. Один момент — это сам факт отмены, а второй момент — это то, что когда кто-то другой делает еще вещи похуже, это как бы, нормально, все, закрываем глазки. Вот это вот двойные стандарты, вот они бесят. Вот они действительно бесят. Про сборную Израиля? Сборную Эпштейна, да, скажем так. Опять же, я хочу зафиксировать, я надеюсь, это не вырежется, что у меня прекрасное отношение абсолютно ко всем представителям различных наций, и у меня есть только проблемы по отношению к некоторым руководителям, которых я считаю не до конца, хорошими людьми, вот так я мягенько скажу. Вот, потому что вы знаете, да, на Украине, допустим, сейчас приняли закон, что если вы плохо говорите о евреях, то, следовательно, это уже преступление уголовное. Вот, если я плохо говорю о Нетаньяху, я говорю о нем плохо не как о представителе еврейского народа, а как о человеке, который, как мне кажется, очень плохо поступает в принятии своих решений. У него арест выдан в Международном уголовном суде, поэтому в целом можно говорить, мне кажется, опираясь на это. Мы знаем, что МУС еще на кого арест тоже оформлял. Сейчас на самом деле это такой международный пинг-понг. Все, что меня больше всего бесит, это лицемерие. Лицемерие, которое мы наблюдаем в мире. Я не могу сказать, допустим, что у нас сейчас в России как бы нету вопросиков. Они появляются, к сожалению. Но все это приводит к плохой обстановке, плохой атмосфере. Но вот эта вот отмена, она чем опасна? Тем, что, во-первых, мы не нашли, наверное, достойного инструмента, чтобы ответить именно жестко, да? И опасно это в том плане, что, знаете, как допустим, в школе происходило, бьют какого-то одного, из-за него никто не вступается, а потом какой-то забитый, загнанный в угол другой там школьничек решает, что он может как-то самоутвердиться и тоже обидеть того человека, против которого выступает какой-то определенный коллектив. Плохо, что мировое сообщество позволяет себе так вести, плохо, что мы пока что не нашли инструмента, чтобы достойно ответить. Делать? У меня тоже вопрос. То есть, что сделали там? Там начали переименовывать улицы, различные там топонимы. У нас переименовывают сейчас название. Подожди, насчет отмены, мне кажется, что непонятно на самом деле, как ответить на отмену балета условного там где-нибудь в Европе или в Америке. Но мне кажется, что балет — это просто русский балет, это такое явление, знаешь, сродни ядерному оружию. Просто у тебя есть ядерное оружие, у тебя есть балет. Это такая штука, которую нельзя просто взять и освоить, как русский балет. И, как говорил
классик Кличко, мало кто может это сделать. И мне кажется, что он сам по себе ответит. И на самом деле тенденции, которые я вижу, мы не берем сейчас Украину, мы берем Запад, да, то там как раз-таки сейчас уже перестали болеть этой ерундой, и везде там самые крупные какие-то центры по искусству, да, они проводят все эти мероприятия, посвященные русской культуре. В них участвуют там достаточно известные персонажи из Запада, да, если мы не берем Украину. Украинцы просто, скорее всего, выпадят из всей этой истории балетной. Поэтому тут скорее, мне кажется, балет сам за себя ответит, сам за себя постоит. Ну, балет, опять же, это очень нишевая, скажем так. Кто из вас был на балете? Я был на балете, да, несколько раз. Это, в принципе, хорошо, что какие-то моменты отыгрываются назад. Вы спрашиваете, что делать? Ну, наверное, в нашем формате есть один определенный ответ. Он, конечно, такой интровертный немножко, но он заключается в том, что мы в какой-то степени должны не то что закрыться в себе, а просто меньше переживать по поводу того, что о нас думают другие. Вот. Мы всегда дико радуемся, если какое-то западное издание что-то хорошее о нас напишет. Если вы посмотрите, допустим, любую нашу пропаганду на телевидении, то вы обратите внимание, что в первую очередь обсуждаются именно статьи, которые написаны там Вашингтон-Пост, написаны там сейчас есть другой феномен. И все остальное. Можешь мне его объяснить? Давай. То есть мы, с одной стороны, говорим о том, что Запад плохой, отменяет и так далее. При этом, как ты говоришь, если только кто-то делая что-то комплементарное, мы сразу забываем обо всем, и наш любимый американец. Так было с, господи, этот журналист Такер Карлсон, а сейчас есть какой-то... Он до сих пор наш. Да, он наш парень. А сейчас есть другой феномен. Вот, мы забыли про русский балет, мы забыли про наше кино. Такое ощущение, что не вспоминает Сарика Андреасяна. Есть отец Илона Маска. Да, он везде. Это феноменально. Я, когда это увидел, честно говоря, я был, мягко говоря, удивлен, потому что в тот формат, который вот сделали, вот это вот все-таки живет, вот как на Украине есть слово «меншовартість», да? То есть, переведи, пожалуйста, на русский язык. Меншовартість — это когда ты чувствуешь свою меньшую стоимость по отношению, если дословно говорить, да, меньшую стоимость по отношению к кому-то. То есть ты чувствуешь, что это твой начальник, а ты холоп. Вот. И когда мы... Можно, кстати, аналог русский сделать. Давай. Блин, я не стройканул, у меня чижиковость. Вот чижиковатость, да, какая-то. И вот когда мы перед отцом Илона Маска вот такие... на телевидении сделали чуть ли не прямую линию с Владимиром Путиным, но с отцом Илона Маска. И там люди задавали вопросы, представители космоса, то есть космонавт российский обращается к Илону Маску с вопросом: вы подождите, он какое отношение имеет, кстати, к космосу? Не в обиду российскому ТВ, был еще такой забавный случай очень давно, когда сгорел Нотр-Дам-де-Пари, позвали комментировать актера, который играл просто в России Петкуна, да, который пел. Да. Ну, неважно. Но я просто... Опять же, вопрос в следующем. Вы почему, во-первых, перед ним танцуете, лебезите? И вы забыли, что вот его сперма сейчас возглавляет SpaceX, Starlink, которые... Может быть, мы просто хотим сделать как раз больно Илону Маску. Потому что Илон Маск с Маском в очень плохих отношениях, и Маск рассказывал, что это больной человек. Больной человек, потому что что? Давайте не будем. Я думаю, что все намного проще. Нет, почему он больной человек? Давайте не будем, нам не там вырезать, не перевырезать. Да. Там запрещенные темы пойдут, связанные с островом Эпштейна. Он любит молодежь, давай так скажем. Он любит молодежь. Мы осуждали Эпштейна, и приглашаем человека, который любит молодежь. Я думаю, что он, знаешь, чем раньше занимался, когда Маск еще только появлялся на свет в Африке? Это было. Носил его в мешочках. Он добывал алмазы в Африке. Вот. И я не знаю, чем как бы Россия там не вникал в этот вопрос, занимается в Африке. Но, может быть, там тоже какие-то есть движения, и друг другу просто оказались полезны. Вернемся к истории вот, и к ее отмене.
Будем ли мы... Не, ладно. Но тем самым, действительно, я согласен, что мы преуменьшаем себя, когда... Просто для меня он вообще непонятно. У него 0 регалий, кроме как того, что он отец известного человека. Ну, известного, самого богатого человека. Но нам-то что? Ну, как бы... Вот. У меня дядя тоже очень богатый был. Ну, виделись мы с ним за жизнь раза 3. И что? Ну, возьмите у меня интервью. Ну, давай по этому вернемся к поводу. этому. Вернемся, да, к Того- нашей теме. Ты говорил как раз про империю, про отказ от империи со стороны Украины. И вот последние 10 лет Украина как раз-таки активно занимается тем, чтобы отказываться не только от всего советского, но и от, ну, кроме атомных электростанций, может быть, потому что от этого она почему-то не Ну, отказывается. в да. интернете хочется сидеть. И от очень хрущевок, когда- да. А от всего остального типа отказываются. Но сейчас они перешли и к... То есть был у них термин декоммунизация, сейчас у них термин деколонизация, потому что они докопались как бы до того, что если отменить все советское, то останется не все украинское, а останется все русское, да, поэтому нужно деколонизироваться. Ну, давай так. Значит, им необходимо, во-первых, снести мост Патона в Киеве, потому что там они все равно не смогли отколупать все советские звезды. Им необходимо, конечно, Мариинский дворец снести, потому что это при кровавом ужасном, при кровавой ужасной Российской империи. И в целом, да, если мы вот так вот возьмем, снесем все, то Что останется? Российская империя. Останется, нет, снесем Наследие Российской империи России- останется. Нет, снесем все наследие Российской империи, снесем все советское, то останется пару новостроек, в которых говно не смывается, потому что при замечательных мэрах сделали, ну, убрали, конечно же, СНИПы советские, стандарты строительства, и, следовательно, если надо построить много домов, а канализационный выход только один, то это не проблема. Ничего, мы, главное, денежки заработаем. Так вот это вот и останется только. То есть по факту это, но само противоречие в чем? Они говорят, мы хотим декоммунизации, хотим деколонизации, все имперское это плохо. И возьмите нас, пожалуйста, в Европу. Возьмите нас туда, где мы будем слушаться Брюсселя и повиноваться. И наши все как бы внутренние законы, которые мы так очень сильно отстаивали, мы передаем полностью бразды правления вам. Ну, это же бред. Это бред. Причем стремиться в ту организацию, которая, ну, по моим личным ощущениям, находится в не очень хорошем состоянии, и когда там центробежные силы там усиливаются, то есть, понимаешь, это вот идти на вечеринку, с которой уже все уходят, и уже там даже алкоголя не осталось, чтобы повеселиться, порадоваться, там ничего не остается, но с упорством самого глупого барана, вот они прутся, рассказывая о том, что они пытаются избежать советского наследия. Ну, это феноменальная глупость. И за эту глупость, к сожалению, платит народ. Я всегда говорю, человек, вот если он что-то решил сделать глупое, лучше даже иногда ему не мешать, потому что он потом расплатится за это все. Это телефон, да. У тебя вибрирует он постоянно. Да? Ну, это нормально. Человек, когда расплачивается за это все, его наказывает судьба, это все здорово, потому что именно в этот момент он понимает, значит, это хорошо, это нехорошо. Да? Жизнь нас учит, она прекрасный учитель. Но очень плохо, когда небольшая стайка идиотов делает глупости, а за это расплачивается огромное количество людей. Вот я говорю, в этом и трагедия Майдана. Если бы, допустим, все, кто поддерживал там один Майдан, второй Майдан, и они как бы вот жили в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, а все остальные, кто не поддерживал, жили бы нормально, это было бы здорово, это было бы честно. А так, к сожалению, вот эта вот коллективная ответственность за неколлективную глупость, это очень печально. Вернемся к истории и культуре. Ну, достаточно неудивительно, к сожалению, о том, что на Украине уже не осталось ни одного памятника Пушкину. Но случилась чуть более странная, в моем понимании, ситуация, когда, я очень хорошо помню Андреевский узвоз, знаменитый домик Булгакова, памятник Булгакову. И Булгакова запретили, отменили, снесли памятник и все. Почему?
ну, Пушкин его приписывают прям к имперцам, что вот он как раз, да, там Главное, что Шевченко сотрудничал не приписывают. лично А так со нормально. Сталиным даже, в принципе. Но это, конечно, шутка, просто когда-то был выпуск новостей, где Да. Шевченко был Борцом с коммунистическим коммунистом, да, режимом. поэтому, чтобы никто не подумал, что я с ума сошел. Да, всего лишь Так за вот, 100 лет чем жил там, ну. не угодил Булгаков? Это тоже, я считаю, мировое достояние. Я потом, кстати... Ладно, сделаю небольшую предысторию, позволю себе. Я когда-то в одном, скажем так, коллективе обсуждали украинскую культуру. Это было еще в Киеве. И мировую культуру. И одна девочка, которая была пронизана этими ценностями, она спросила, вот что вы там все рассказываете про Достоевского, про русских? У нас что, нету мирового достояния? И тогда еще нормальный на тот момент еще человек сказал, слушай, ну вот почему Шекспир мировое достояние? Потому что ты берешь Ромео и Джульетту, и это та проблема, которая волнует всех. Любовь, проблемы. И для каждого режиссера это просто золото. Ты можешь как хочешь так интерпретировать, снимать, показывать. Это вечное. И говорит, почему американская культура очень быстро распространилась? Она поднимает часто вопросы, которые и так людей волнуют. Там, деньги, не знаю, конец света и так далее. Я понимаю, к чему ты ведешь, да. Шевченко, говорит, при всем уважении, типа, мне 13 лет там проходило, я пас телят в селе. Но кого это условно волнует в большинстве стран мира. Но вот в моем понимании Булгаков как раз... Хуторянство, давай так. Да. Хуторское вот проблемы, такое. да, о которых там писал Сусюра, Тычина Без и так масштаба. далее. Ну, как бы там масштаб очень такой суженный. Но вот Булгаков... Булгаков. Это лучше плохую шутку не надо шутить. А вот Булгаков... Сам с собой разговариваешь, правильно. В моем понимании, это как раз представитель мирового наследия, потому что «Мастер и Маргарита» — это великое произведение, которое ценится во всем мире. И вместо того, чтобы гордиться этим человеком, его так отменили, отрезали. Ну, почему? отрезали, потому что есть у него помимо «Мастера и Маргариты» есть еще много интересных произведений, и одно из них — это «Белая гвардия», где, в принципе, очень многие ребятушки, которые сейчас керуют на Украине, да, вот, они видят себя, они видят высмеивание себя, они видят, насколько они карикатурны. И это все отображено. К сожалению, мы повторяем одни и те же ошибки, у нас какие-то циклы вот этого разгара хуторянства и продажности, причем, опять же, я повторюсь, мы, если войдем в клинч с историей там, образца 1917 года, это же приблизительно то же самое. Долой от царя для того, чтобы пойти к немцам, к французам, неважно кому, но только прибиться. Вот это вот какая-то независимость очень странная. 91 год, да, получает Украина независимость, перше, що вони роблять, руховцы говорят, мы рухаемся в Европу. Подождите, вы же только независимыми стали. И вот Булгаков в этом плане, он отвратительный, ужасный для них писатель. Да, плевать, что он киевлянин. Плевать, что в целом, конечно, можно было бы, если бы постарались бы перевернуть это все, как Шевченко. Да? Шевченко, ему скажи, что он герой националистов, он бы просто повесился. Потому что я говорю, я был на бульваре Шевченко, в музее Шевченко, где у него не написано в свидетельстве, я уверен, уже убрали это свидетельство о рождении, там не написано, что он украинец. Тогда еще как таковую национальность вообще никто не указывал, этого не было. Понимаешь, это все равно, что человек, который там проживает, допустим, в Сибири, его бы писали сибирец, национальская, сибирец. Вот то же самое, это как бы территориальная принадлежность. Потом это абсолютно тот же политический умысел, как и в Румынии. Да, в Румынии, какая там Румыния была? 1859 год, это Валахия. Не было никакой Румынии. Валахия исчезла, потом начинается политический проект и появляется Румыния. А теперь молдаванам, которые существовали, Молдавское княжество с 1359 года, рассказывают, что они румыны. Всего лишь на 500 лет раньше появилось само понятие Молдавское княжество. Но и это есть формирование политических наций. Это инструмент как бы геополитического влияния. Все нормально. И то же самое по Шевченко у него не было написано, он русский.
Но теперь он, оказывается, и там и со Сталиным боролся, и как мы говорили о сюжетах из украинского телевидения. Опять же, это не прикол. Вы можете просто это загуглить и посмотрите сюжет о том, что Шевченко там Сталина ненавидел. Брежнева так себе, а Сталина вообще презирал и боролся с ним. Понимаете? Бред бредович это все. Мне кажется, Булгаков тоже постоит сам за себя, потому что, в принципе, украинская нация, как сказал, вряд ли сможет что-то предложить получше. И ранее тоже ничего не предложила, да, если прочитать украинскую литературу, я не знаю, у кого я не спрашивал, кто читал в школе там программу по украинской литературе, то есть там же жесть. То есть какая-нибудь Кайдашева, то есть там поднимаются вопросы типа Кайдашевой семьи. Кайдашева семья и Кайдашедевр. Это шедевр. Это должно быть на уровне Шекспира. Мы недавно с друзьями вспоминали ты объясните великое произведение. А это, кстати, вот надо почитать в оригинале. Кайдашева семья — это, в принципе, конституция Украины. Поведение, да. Мы другой роман. То есть это самые низменные, самые бытовые вопросы. То есть вы просто посмеялись. Вона пішла, там забеременела от одного, забеременела от соседа, еще от кого-то забеременела. Яка тяжка доля, какая сложная жизнь. Короче, есть очень смешное. Мне товарищ записал голосовое, мы там что-то обсуждали повестку, и он такой говорит: блин, говорит, я вспомнил, нас в школе учили произведению «Хіба ревуть воли, як ясла повні», и начинает смеяться. Я ввожу, типа, что пишет, там, Википедия условная, либо там сейчас ИИшка, да, ответы. И там написано, что это монументальный сельский эпос. Думаю, оно даже... Монументальный сельский эпос. Вот, но на самом деле, а там еще такие персонажи есть. Там крыса, там у него фамилия Патюк, крыса, там Чипка. То есть, но на самом деле... Понимаешь, вот это вот ваше испорченное имперское, понимаешь? Вы, вообще... когда смотрите глобально, когда вы хотите чего-то глобального, интересного, бескрайнего, вы смотрите на вот это, и вам это смешно, и вы смеетесь. А люди, которые привыкли дальше своего села выезжать, для них это, во-первых, оскорбление с вашей стороны. Я при всем уважении. Слушай, ты смеешься, кто читал литературу. Я многие вещи читал, да, правда. Я тоже читал. Но... Единственная проблема, когда было вот это внешнее тестирование в школе, и я помню, что я многие моменты, не дочитал, потому что там последние годы мы учили что-то по типу «Тыгроловы», это там, где антисоветчина полная и так далее. И я это, за неделю в коротких этих там форматах все прочитал. И глобально я сдал экзамен на 5. Там что короткие, что длинные. Да, что но я просто все перепутал. Оно настолько все однотипное. Да, все однотипное. Одна и та же история. Кто-то пошел, жил в семье, пошел к соседу, там забеременел. Пошел через дорогу, там опять забеременел. Это еще жена с дома не выходила. Да, все друг с другом перед это, и, в общем, денег нет. Нет, это еще неправда. А еще был пан, который этому мешал. Всем мешал, да. Пан. Вот, кстати, мне... Категорически не нравится действительно формирование мысли о том, что ненависть к богатым – это не очень хорошо, потому что это, скажем, такая почва постоянной борьбы и постоянного какого-то перекидывания ответственности на кого-то другого. То есть я такой хороший, я такой добрый, а мені пан заважає. Я просто не люблю людей, которые не берут ответственность на себя, которые находят кого-то злого. Не то, что ты не дорабатываешь где-то. Это я сейчас как товарищ, который говорил, надо по 12 часов. Да, я подерепаскаю сейчас в прямом эфире. Мы работаем 7 дней в неделю, 24/7. А по факту... Там то, что Дерипаска сказал 6 дней в неделю, я думал, нормальная лафа. Да, нет, я отчасти согласен. Но, кстати, еще хотел определенный акцент на Булгакове, немножко на нем потоптаться. Мне очень нравится, как сейчас пытаются навязать следующую историю, что это человек, который... вопреки Сталин его пытался и посадить, и убить, и все остальное, что он враг Сталина был, но он все равно выжил. А я такой думаю, вы реально настолько прикольные, веселые ребята, что представляете себе, что такой Сталин сидит, такой думает, что же мне делать с Булгаковым? Не могу дотянуться до него, что же мне делать? Такой бред. Да, и я, когда это слышу, просто люди даже не могут себе представить, что Сталин его уважал по причине того, что
что определенный уровень лизоблюдства среди писателей, которые вот боялись, да, он действительно, Булгаков проявлял определенную смелость, и это ценилось. И не верьте глупости, что Сталин не мог до него дотянуться. Это глупость. Ну, для всех могут, до него не могут. Да. Это, кстати, очень смешно. Просто тоже смешная у меня история была, связана с тем, как люди воспринимают Сталина искаженно. С товарищем общался из Киева. И он мне там в очередной раз начал выдавать бредни про репрессии, да? Про геноцид и все остальное. Я у него спрашиваю: слушай, Илья, ты далеко от памятника Шевченко? Он такой: нет, рядом проходил, а там возле университета стоит памятник Шевченко. Я говорю: как ты думаешь, в каком году его построили? Там, кажется, Александр II был до этого, нет, да? В 91-м году. Я говорю: еще варианты. Он такой: в 96-м. Я говорю: в обратную сторону часы не мотает? Он говорит: ну, может быть, в 80-х. И я говорю: там была надпись, не знаю, ее оставили или нет, от товарища Сталина украинскому народу. И построили это в 1936 году или в 1935 такое. А на Украине педалировали эту тему с Голодомором. То Голодомор. Я говорю: вот ты как думаешь, человек мыслил, да, такого масштаба, как Сталин? Он такой: так, убить всех украинцев и так далее. Проходит, говорит: ну что там, убили? Говорит: да не, говорит, выжили, ставьте им памятник. Но человек не мог так мыслить. Соответственно, вот эта вся история, которую пытается навязать, она с пальцем высосана и разбивается. Ненавижу людей. Дать им образование бесплатное, твари. Чтобы им еще подвал сделать. А давайте им 8-часовой рабочий день, чтобы у них было время на саморазвитие. Ненавижу. И плюс, когда теория Голодомора, вот я вспоминаю, я в аспирантуре был в Житомире, и я любил задавать такие неудобные вопросы. Это как раз был тот период, когда вот Ющенко ввел вот эту традицию, значит, на день Голодомора необходимо свечку поставить и пускать фейковую слезу. Сейчас объясню, почему фейковую. И у меня там были, соответственно, ребята и с Львовской области, с Закарпатья и все остальное. Я им задавал просто такой вопрос: а скажи, пожалуйста, кто больше всего пострадал в результате Голодомора? Львовская, Закарпатская, либо Ивано-Франковская, либо Тернопольская область? И все там разделились, но в большинстве, конечно, говорили, что больше всего, конечно, Львов пострадал. Больше всего Львов пострадал. Вот. Ну, и я им говорю: ребят, но есть маленький нюанс. Вот эти все территории, они не входили в состав Украины на тот момент. Но они пострадали. Но вы, да, там пострадали. Пострадал по факту Донбасс. Вот Донбасс пострадал, Поволжье пострадало, да. Бессарабия пострадала. А вот эти вот чуваки, которые больше всех пускали слезу на Западной Украине, мы так переживаем за Донбасс. Вообще очень свечки 2 даже можем поставить. Лицемерие. Потому что потом, когда в 2014 году начали бомбить, ну, мы все прекрасно знаем, как это все происходило, что-то я не видел сопереживания. Ребят, так подождите, вы переживаете, что кто-то там страдал в 30-х, в начале 30-х годов, в 32-м, а в 2014-м как бы, ну, расфигачим. Это лицемерие. Почему я говорю, очень опасно сваливаться в самообман, в лицемерие, потому что по факту все превращается в Украину. Что происходит в Европе? Украинизация, впадание в лицемерие. Что происходит в Соединительных Штатах Америки? Ну, приблизительно та же история. Вот и чего я не желаю ни в коем случае России, это вот чтобы мы шли по стопам неудачников. Слушай, если вот про культуру, про Булгакова, я всю передачу говорю, что она сама за себя постоит, и Булгаков, в том числе вся русская литература. Есть просто факт, который это доказывает, мне кажется, музыка. Музыка, согласно последним статистическим данным на Apple Music, больше всего украинцы слушают в топ-1 в чарте Айсгергерт, русский, и Зиверт. Песня называется «Банк», там, где 797 рус, циферки. Вот эта вся история. До этого был Моргенштерн. Вот. Инагент, на всякий случай. Да. Ты тоже, кстати, музыкант. Да. Вот. Релиз. Да, на каком месте ты в Apple Music? Расскажи про... Короче, это же мягкая сила. Как вы вместе с Айсгергертом собрались. Ты когда пишешь... Подписывайтесь. Дарик, песня «Крылья» вчера вышла. Все, давайте. Ты когда пишешь песни, чем ты руководствуешься? Ты тоже только пропаганда. Я такой думаю, как бы мне сейчас взять всех украинцев. Для творчества, для себя. Я просто слышал твои песни, некоторые про Украину тоже.
Давай так. Подставляет нормально. Вообще просто Это червоноколына твоя вообще. Разрыв. Нет, просто возможно, это мягкая сила. Стоп. Давайте так. Мое творчество началось в 2014 году, когда А вот это совершился... «Воины свет» твое? Конечно. Нет, не мое. Мое — это «Скачи, сука». Вот эта песня была такой про Майдан, которая высмеивала это все. Она набрала за один день на нулевом канале, это не ваши зиверты, на нулевом канале я выпустил клип, и за 200 тысяч сразу просмотров. Наши русские зиверты. Да. Так, и в итоге эта музыка кажется, была что... настолько воспринята обществом, что вот без вложений в рекламу, без всяких вещей очень много было отзывов, просмотров и всего остального. Ну, потом это, кстати, удалили. Спасибо демократическому Ютубу. Но факт в том, что через музыку, то есть вот как, допустим, люди входят в политическую вот эту благосферу, ну, как бы изначально, а потом кто-то там начинает петь, танцевать там, ну, помните, Владимир Жириновский пел песни, Владимир Соловьев пел песни, много политиков выпускали, а я вот наоборот, я из музыкальной сферы вошел, как говорится, в политику, потому что стиль, тот, который у меня был, это социальный рэп-кор, вот, то есть я пел музыку ярко выраженную, образовательную, можно сказать, даже в каком-то смысле. Вот сейчас немножко другое направление, больше аполитичное, больше для ценителей гранж-музыки. Вот. Задам тебе провокационный вопрос. Да, не может быть. Да, у вас даже такие вот бывают провокационные вопросы. Да. Да, бывает, конечно. Ну, смотри, мы уже утвердили, что литература сама за себя постоит, русская. Музыка тоже стремится к тому, чтобы завоевать популярность во многих странах. Причем это не единичный случай, да, то, что на первом месте. В Германии же вирусилось тоже. Да, и Sigma Boy там в свое время тоже было популярно. У меня вопрос, а может ли наше еще кино завоевать мировые сердца? Вполне может. Какой твой любимый фильм современный? Из недавнего, что мне очень понравилось, это «Черное солнце». Это сериал. И первый, и второй сезон очень классный. Что на Netflix, и в целом, а вот на Netflix, помните, «Эпидемия» сериал, там первый сезон очень крутой, вообще абсолютно там. Киаро отличный актер, очень мне нравится. Да. А он на Netflix был? Да, я закупил Netflix. Да, точно. Это классно. Там мне очень понравилась сцена драки. Я думаю, что это одна из самых крутых сцен, когда, значит, бабушки дрались с ОМОНовцами. Там было прикольно тогда. Автозак, подвезите, пожалуйста. Вот человек от этого кайфует. Не, очень... Давай так. Продакшн сейчас... Так может он за ОМОН болел? Очень... Я за ОМОН, естественно. Да. А что эти бабки вышли? Я не смотрел просто сериал. Не, советую. Что самое интересное в этом сериале, что это было за год до ковида. Да, там сценарий такой, что полностью эпидемия по всему миру, все закрывается, захлопывается, ты не можешь никуда выйти, и все, значит, заражаются каким-то непонятным штаммом вируса. И в самом конце китаец. Да, самое интересное, то есть это было в 2019 году вышел сериал. То есть все заражаются непонятной болезнью, никто не может выйти, и прям жестко тебя там, если ты, значит, там не сел в автозак и не уехал, тебя там, грубо говоря, расстреливают на улице. И в конце первого сезона появляется китаец. Вот. А через год как бы вся эта ситуация начинается с того, что в Китае вроде как зарождается ковид, и потом идет... Мне кажется, что кто-то что-то знал. Кто-то что-то подозревал, да, в этом вопросе. Это 100%. Но в целом... Учитывая то, что снимали это не в 19-м, а снимали в 17-18, тогда да. Поэтому, дорогие друзья, я скажу так, что есть еще «Дорогой Вилли», классный сериал, классный фильм. У меня проблема в том, что я вот смотрю, у меня оно вылетает, вот, когда меня резко спрашивают, вылетает из головы. Но в целом кинематограф, я скажу так, что если сравнивать даже с голливудскими, сейчас, конечно, люди такой хейт начнут, ты что, голливудская это супер? Нет, голливудская супер было до 2002-2003 года, то есть вот эти вот фильмы, которые были там сняты до вот этого периода, они действительно очень классные, это и, ну, конечно же, вопрос голливудский продакшн, это шикарно.
сценарии нормальные, там, ну, то есть в этом плане голливудский кинематограф очень деградирует в целом и по смыслам, и они начинают вот эти все ремейки делать постоянно, то есть повторение «Мать учения», но это не очень хорошо. Переснимать Конечно, старые фильмы, да, снятые до «Чебурашку», 90-х. да, допустим, сейчас я понимаю, куда ты клонишь, это все. Братский народ. Но у нас братский американский народ. В целом мы немножко... Это вырежем, запустим это отдельно. Не надо вырезать. Нет, американское население, американцы именно простые, Не-не, мы это вырежем, абсолютно отдельно хорошие, действительно хорошие люди. американское. Проблема в том, что есть Почему ты так разногласия любишь с... Америку вообще? Америку я не люблю. Вот. Ну, вы, если что, можете там подсклеить, да, нормально. Чтобы как бы... Вы же за историческую справедливость. Но в целом я скажу, что с кинематографом не все так плохо. Вот. То есть есть прекрасные Должно ли работы. государство инвестировать в ту самую мягкую силу, в музыку, в кино, Должно, в культуру? абсолютно. И в тебя тоже. И в меня должно, и в вас, Твою музыку. может быть, чуть-чуть пару копеечек вложить, не мешало бы. Но суть в следующем. Проблема заключается в том, что мы как-то двигаемся на разных скоростях внутри своего же государства. Потому что когда, с одной стороны, мы должны ретранслировать вот все наше хорошее, замечательное, а в России этого очень много, и у многих россиян просто замылились глаза, вот, и они как бы уже перестают оценить все те преимущества, которые есть. Но в тот же самый момент мы должны это ретранслировать странам, которые близ лежащие. Но в этих странах нету доступа к Рутубу, который недоделан. Я считаю, это еще как бы много было вложено, но надо его доделать. Но надо, чтобы люди смотрели данную площадку. Я, кстати, во всех странах, где я был в последнее время, Рутуб смотрел налегке. Да, ну, Я был в Узбекистане в неделю Прибалтику назад. Единственное, что... можешь съездить, в Молдову можешь съездить, там это все не И работает. главное, В Европе. мне кажется, главная фича Рутуба — это смотреть внутри России, Да. фильмы всякие интересные, западные. Вот. Но когда ты выезжаешь, ты не можешь посмотреть. Ну, да. Кстати, Тебе надо VPN Да, русский да, да, включать. да. Русский VPN включать, чтобы... Но суть в том, что когда, допустим, замедление телеграмма происходит, Либо через у меня интернет смотреть. вопрос. Мобильный. У меня вопрос. А мы собираемся как бы добивать до вот этих вот стран? Или как мы будем им доносить нашу позицию? Потому что я помню, как на Украине в 2017 году решением Порошенко были закрыты ВКонтакте, значит, Яндекс, Mail.ru, все это было закрыто. И в итоге Украина оказалась в таком информационном определенном пузыре, и добивать было очень сложно. Сейчас от нас пытаются отградиться, соответственно, все западные культуры. И я понимаю, и это я оцениваю это как очень хороший сигнал в том плане, что Советский Союз в свое время пытался оградиться от радио «Свобода», да, потому что мы им идеологически проигрывали. А теперь настало то время, когда они от нас... «Свобода» и иноагенты, экстремисты, террористы. Очень плохие люди, да. А сейчас они пытаются от нас отградиться. Russia Today закрывают по беспределу, наплевав на собственные, скажем так, юридические нормы. И пытаются всячески отградиться, потому что они проигрывают, да. Но в этот же самый момент мы с какого-то перепуга ограничиваем Telegram, в который государство, если верить статьям, допустим, Царьграда, вложило 230 миллиардов в развитие пророссийских телеграм-каналов. А мы такие, давайте сейчас поставим это все на паузу, переходим. Как говорится, много денег и сил. Как говорится, это совершенно другая Много история. украинцев меня читают в Телеграме. Вот, да. Квиз для тебя. Проверяем знания твоей истории. Не надо. В честь кого переименовали улицу Пушкина в Кривом Роге? Варианты ответа. В честь Байдена, в честь Шевченко, в честь Бориса Джонсона, в честь Джона Леннона. Давай по логике. Во-первых, улица Шевченко там по-любому должна была быть еще с 91-го года, значит, мы убираем. Не, она должна была быть там с 30-х. С 30-х, если не было, то с 90-х точно сделали. Так, кто там? Леннон? Байден, Джонсон, Леннон. Байден никому не нравится, мы его убираем. Леннон, зачем это вообще? Я Джонсона думаю. Я думаю, Бориса Джонсона. И ты не прав. Наконец-то ты не первый человек, который... Да, потому что остальные мы сценарий сбрасывали. Джон Байден. Наконец-то интересный квиз. Да, Джон Байден. Джо Байден. Джо
Джо Байден, Вы, да. я смотрю, тоже не читали, да? Ну, нормально. Он тоже его не сбрасывал. Окей. У нас какие-то санкции к нему будут, что он неправильно ответил? Не зовем месяц. О боже, нет! Следующий вопрос. Что случилось с Пушкиным, Ага. когда он посетил Днепропетровск в 1818 году? Первое. Он написал там стих, посвященный городу. Второе. Он заразился в городе гнилой горячкой, и его увезли в Крым на лечение. Третье. У него начались судороги, и он отбыл в Петербург. Последнее. Он сильно страдал от жары, и его столкнули в речку Днепр. Что происходит? Ну, это нормально, это исторические факты. А ты же... Да, исторический факт, Тарас. Понятия не имею. Давайте что-то мерзкое, вот второй. Гнилой горячкой? Да. Блин, правильно. Ты абсолютно прав. Он заразился в Днепропетровске гнилой горячкой. Отлично. Ладно. Много у вас угадало? Нет? До этого все Вообще угадывали. все угадывали до этого. Не считали, я забыл. Просто сценарий, ты да. сценарий не получил. Леонтович, это который Да, да. написал знаменитый «Щедрик». Да. Вот, посмотрим, насколько Его ты дом в музыке. разрушили уже. В каком городе он написал самую знаменитую песню свою? Ну, за исключением, он написал в нескольких «Щедрик». местах, да, за исключением Подолья. Щедрючка, Он писал это в двух городах, по сути. Варианты ответа. В Виннице, в Санкт-Петербурге, в Покровске, в Бахмуте. Винница. Нет, это было в Покровске. Покровский, хорошо. Ну так, хоть про На Пушкина. троечку с минусом поставим. Ну, потому что мы, русские, знаем только нашего светоча Александра Сергеевича Пушкина. Ну, да. Отговорила роща золотая. Это Есенин. Ладно, неважно. Вот это мы точно не вырежем. Друзья, но для вас условия намного проще, как получить подарки от нашего движения Победа 945. Вам необходимо написать комментарий, который наберет больше всего лайков, получает от нас приз. Но я думаю, тему нужно задать. И тема это как раз самое серьезное, не знаю, лучшее Или произведение самая литературы, любимая которое мы можем песня. считать мировым достоянием, за которое не стыдно перевести на все языки мира, читать и рассказывать всем иностранцам. Вот это вот надо читать от А до Я. Пишите лучшее наше произведение. Не бей. Извини. Подписывайтесь, ставьте лайки. Тарас, спасибо тебе большое за беседу. Спасибо, Спасибо что не знал ответы на вопросы. В следующий раз уже по альтернативной истории, как ты хотел поговорить. Да, там квиз будет сложнее нам готовить. Вот. На этом все. До скорых встреч. Пока. Пока.